Воины-ацтеки – свирепая культура Центральной Америки. Относительно мирные города, существовавшие вокруг озер современного центра Мексики, были разрушены пришельцами с севера. Племена Мешика, известные нам как ацтеки, пришли сюда откуда-то из современной Калифорнии и тотально поработали и истребили аборигенов. Никто не мог противостоять их силе, жестокости и неумолимой жажде боя. Ацтеки называли себя Мешики в память о племенном вожде Мешитли, который правил ими в ту пору, когда они двинулись на юг. Мешики несли впереди себя статую бога войны Уицелопочтли, который обещал привести их в благословенное место, указывая путь. Странствия продолжались около 200 лет, когда Мешики наконец добрались до земли обетованной. Не помогла даже попытка местного вождя породниться с завоевателями, выдав свою дочь за ацтекского лидера. Девушку просто тут же принесли в жертву на алтаре, положив начало чудовищной традиции, которая будет исполниться регулярно. Поразительно, но ацтеки решили возвести свой главный город посреди озера, что требовало изрядных усилий и знаний. Они осушили окрестные болота и на 2 островках возвели Теночтитлан, связанный кварталами сетью каналов и водных садов. Но, к слову, логика в этом была. Урожаи благодаря такой системе каналов были очень большими. Город также велик, как, например, Севилья. Улицы его широкие и прямые, как стрелы. Половину улицы образует мостовая, другую половину канал, по которому плавают лодки. В городе много рыночных площадей. Одна из таких площадей больше, чем весь город Саламанка. Ежедневно на ней собирается более 60 тысяч людей. Вдоль ведущих в город насыпей тянутся 2 трубопровода, диаметром в 2 хороших шага. По глиняным трубам в город поступает пресная вода. Вторая труба запасная, чтобы подача воды не прекращалась во время чистки первой трубы. В городе много различных ремесленников. В цирюльнях моют и стригут волосы. В кухмистерских подают самые разнообразные кушанья и напитки. Во время трапезы под каждым блюдом находится жаровня с раскаленными углями, чтобы еда не остывала. Эрнан Кортес. Все достижение еще и заслуга армии ацтеков. Она решала любые задачи и действительно была самой эффективной в регионе. Всего военно обязанных у ацтеков было не более 80 тысяч человек. Ядром армии было несколько тысяч знатных ацтеков-землевладельцев, которые могли посвящать досуг военным упражнениям. Такие воины были организованы в некое подобие рыцарских орденов. Наибольшим могуществом обладала военная знать, среди которой выделялись 2 ордена, так называемые Союз Орла, Орел, символ Солнца, и Союз Ягуара. У них были специальные доспехи и шлемы в виде голов орлов и ягуаров. Во время боя и перед ним, с помощью танца, барабанов и стимуляторов психики, воины верили, что превращаются в орлов или ягуаров, что придавало им звериную ярость. Гибель противника на поле боя считалась неуклюжестью воина, который не смог захватить его живым, чтобы вернуться с ним в знаменитую столицу Теночтитлан. Воин украл жертву у бога и тем самым не должен считаться успешным. Специальные люди с веревками следовали за воинами, чтобы вязать тех, кто был повержен, прежде чем они успевали прийти в сознание. Бой распадался на огромное число отдельных поединков, в которых каждый боец не так старался убить своего противника, сколько взять его живым. Поскольку захват врага было довольно сложной задачей, это стало мерилом умения воинов. Это также служило его карьерному росту и повышению авторитета. Например, чтобы стать воином-ягуаром или орлом, воину нужно было захватить 4 врагов. Статус воинов-орлов и ягуаров не передавался по наследству. Ацтекские воины становились пили, воинской знатью, благодаря своим воинским достижениям. Только те, кто брал пленников в войне, могли стать постоянными воинами, и со временем воинская слава и награбленное в войне делали их пили. Знатный воин выступал в поход в хлопчатобумажном панцире, пропитанном для жесткости солью, с легким щитом и деревянным мечом,
В деревянную основу вкладывались обсидиановые элементы. Знатный воин мог иметь и раба для переноски снаряжения. Слабым местом армии ацтеков было то, что высшие воины считали ниже своего достоинства метательное оружие. Да, у них были атлатли и луки, но крайне слабые, не способные дать мощный эффект. Ацтекская армия имела 3 разных уровня. Первый уровень состоял из ягуаров и орлов. Между ними не было особой разницы, за исключением нарядов. Над ягуарами и орлами по иерархии стояли солдаты, которым удалось захватить 5 или 6 врагов. Таких воинов называли атомис. На этом уровне воины получали свой собственный щит и макууитля. Выше стоял самый элитный боевой отряд в ацтекской армии – стригущиеся. Они получили это имя, потому что они брили головы, но держали длинную косу из волос на левой стороне головы и носили желтую форму. Чтобы стать стригущимся, воин должен захватить не менее 20 человек. Стриженные принимали обет, что они не будут отступать во время сражений. Простые воины, те, кто уже имел боевой опыт, именовались текуин, полковые жрецы альфаками, а если они захватывали в плен 3 врагов, то становились воинами-бабочками с крыльями за спиной. А жрецы именовались уже веснауатли, если они продолжали успешно пленять врагов, то получали право носить плащ из перьев, которые поджигали во время боя для устрашающего эффекта. Крестьянское ополчение и подростки формировали масиуитли, которые обеспечивали лишь массовость на поле боя. Торговцы широко использовались ацтеками для шпионажа и имели свои ранги, поэтому нередко источником богатства успешных дельцов был не сам бизнес, а помощь из казны за информацию. Тлакатикатли – военачальники ацтекской армии, носившие над головой зонтикообразную конструкцию. В вооружении ацтеков преобладали длинные 3-метровые копья. Дротики обычно метались с помощью дощечки, атлатля. Луки и стрелы имели меньшее значение. Праща, которой широко пользовались для истребления птиц на кукурузных полях, также считалась второстепенным оружием. У ацтеков главную роль играл рукопашный бой. Деревянные мечи и палицы имели вделанные полоски из обсидиана, так остро отточенные, что они резали лучше испанских мечей. Доспехи и оружие были тяжелыми, а бой требовал пленить противника, загнать его в ловушку, что длилось часами. Поэтому ключевым навыком ацтекских полководцев было еще и умение свистеть. Так они подавали команду на ротацию уставших воинов, на помощь резервам и замену оружия. Однако сложных построений, систем боя ацтеки не создали. Они держались отрядами по 20 человек, подчиненных вождю, и вступали в бой по очереди или толпой. Гибель вождя приводила войско к панике. В целом, ацтеки были крайне суеверны, и часто бои отменялись из-за дурных примет. Они боялись темноты и не воевали ночами, испытывали суеверный ужас от аркебуз и кавалерии. В целом, войны, в том числе знаменитые войны цветов, нужны были ацтекам скорее для набора пленных в жертву, чем для грабежа и захвата земель. Человеческие жертвоприношения были важны для ацтеков. Одни из наиболее заметных жертвоприношений приносились Хуйохуэтиотлу, богу огня и мудрости. На ранних этапах пленных просто сжигали на кострах, позднее закалывали на алтарях, а уже потом появились целые системы из жутких пыток и убийств. Было 2 различных способа жертвоприношений, и оба были ужасающими. Первый способ заключается в том, что жертва бросалась в яму, полную раскаленных углей, в то время как жрецы, одетые в черные одеяния, танцевали ритуальные танцы. Затем еще живая жертва вытаскивалась из ямы крюками и клалась на алтарь. Затем покрытую волдырями грудь распарывали и извлекали сердце. Другой способ жертвоприношения проводили раз в 52 года. После извлечения сердца жрец разводил костер в груди жертвы. Если огонь был хорошим, то считалось, что империя будет процветать в течение следующих 52 лет.
Однако если огонь не занимался, то это служило признаком того, что вскоре придет монстр Чичимими, и он будет использовать тьму, чтобы охотиться и поедать всех людей. Парадоксально, но менталитет индейцев был таков, что из плена они не убегали. Более того, если по ошибке пленный не был принесен к жертву, он нередко сам просил об этом. Один из вождей покоренных племен был столь отважен, что ацтеки освободили его и дали в управление большой отряд воинов. Но скоро бывший враг попросил все же убить его на алтаре, как следовало сделать, что и было исполнено. И это вероятный результат очень высоких урожаев и плодородия культур. Рабство у ацтеков было развито слабо, не имело большого эффекта, и потому людей им проще было истребить, чем поработить. Ритуалы ацтеки соблюдали даже в войне. Например, они не нападали просто так, а посылали гонцов с требованием отдать платить им дань в заведомо немыслимом размере. Получив отказ, гонцы приходили снова с небольшим числом оружия и вручали их жертвам, говоря, что теперь вы сможете себя защитить, и не говорите, что мы нападаем на безоружных. Еще дважды в течение 40 дней ацтеки ожидали ответа и, не получив его, вторгались к врагу. Цветочные войны, особые ритуальные военные турниры, проводимые между воинами разных городов на особенных священных полях под Чалулой, Тлашкалой и в других местах. По правилам, проигравшая команда приносится в жертву. Такая практика служила показательными выступлениями, демонстрирующими свою военную мощь соседям, а также являлась прекрасной тренировкой и способом приобретения нового военного опыта от других городов. Кошмарным продолжением мероприятия стала практика поедания пленных и жертв как участниками, так и зрителям. Ладони павших воинов считались особым деликатесом. Вся мощная империя Мишика, ее свирепые воины оказались бессильны против испанцев, к которым радостно присоединялись аборигены, третируемые ацтеками. Масло в огонь подливала и сама религия ацтеков, где белобородый бог Кёцалькаатль однажды должен прийти с востока и воздать индейцам за свое оскорбление. Тиран ацтеков Монтесума публично признал в испанцах возвращение бога, чем совершил фатальную ошибку. В союзе с соперниками испанцы разрушили империю ацтеков, смешались с ними и породили современное население Мексики. По легендам ацтеков, Монтесума однажды отправил жрецов в страну предков, рассказать об их успехах и узнать, как дела у родичей. Посланцы обнаружили бедных, почти нищих людей, скудные земли, однако люди эти не умирали, оставались энергичными и молодыми. Они отправили ответ Монтесуме, что он обрел роскошь и богатство, которые давят к земле и приводят к смерти, за это его империю скоро отберут новые и неизвестные никому люди. Пишите, что думаете по этому поводу, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.